Здравствуйте, друзья! Очень вкусные, мягкие как пух, нежные и воздушные паски. Готовятся просто и быстро. Для начала приготовим опару. В глубокую емкость вливаем 300 мл теплого молока. К молоку высыпаем 17 грамм сухих дрожжей или 4 чайные ложки с горкой. Для этого теста я советую брать сухие дрожжи. Туда же добавляем 2 чайные ложки сахара и 6 столовых ложек муки из общего количества. Опару хорошо перемешиваем, чтобы растворился сахар. Опару накрываем пищевой пленкой и кухонным полотенцем, ставим в теплое место на 10-15 минут. Я ставлю опару в духовку при температуре 40 градусов. Пока опара подходит, в емкость в объем 4 яйца и перемешаем. Взбивать сильно не нужно, нам нужно только перемешать. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры, не холодные. В глубокую большую емкость всыпем 760 грамм просеянной муки. Добавим оставшийся сахар, пол чайной ложки соли, 2 пакетика ванильного сахара и цедру одного апельсина. Если вы использовать будете ванилин, то используйте 1-2 грамма на кончике ножа. Все ингредиенты с помощью венчика или ложки соединим хорошо с мукой. Опара хорошо подошла, подходила она у меня 10 минут. Если опара не подошла и не получилось, значит были некачественные дрожжи, либо перегретое молоко, либо холодное, и они не активировались. Тогда нужно сделать новую опару. В подошедшей опаре должна быть вот такая пышная пенная шапочка с резким кисломолочным запахом. В муку вливаем опару. Вливаем перемешанные яйца. Добавляем мягкое сливочное масло. Заранее достаньте его из холодильника или прогрейте слегка в микроволновке. Теперь все хорошо перемешаем до однородной консистенции. Тесто я сначала размешиваю ложкой, затем я буду использовать ручной миксер. Миксером с насадкой крюк перемешаем все до однородной консистенции, примерно около 1-2 минут. Также тесто можно перемешать ложкой, но с помощью миксера намного удобнее. Миску с тестом накройте пищевой пленкой и кухонным полотенцем. Поставьте в теплое место примерно на 2 часа. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 2-2,5 раза. Тесто у меня подходит в духовке при температуре 40 градусов. На низ духовки я поставила форму с горячей водой для того, чтобы тесто лучше подходило. Для пасок я буду использовать вяленую клюкву, у меня ее 100 грамм. Залить клюкву кипятком, накрыть крышкой или тарелкой и дать постоять 20 минут. Затем воду с клюквы слейте, выложите на бумажное полотенце и аккуратно промокните. Обсушенную клюкву выложите обратно в емкость и добавьте туда немного муки. Все хорошо перемешайте.
Делаем это для того, чтобы ягоды в тесте равномерно распределились и не слиплись. Тесто очень хорошо подошло, у меня подымалось оно 1,5 часа. Снимаем пищевую пленку. Посмотрите, какое красивое, воздушное и мягкое тесто. Тесто слегка обминаем, можно обмять ложкой или смочить руки подсолнечным маслом и обмять руками. В тесто выкладываем клюкву. Клюкву я буду перемешивать в тесто с помощью ручного миксера, так очень удобно. Также можно перемешать с помощью ложки. Вот такое тесто получается, оно жидкое, достаточно тугое, мягкое и очень ароматное. Из этого количества ингредиентов тесто получается 1 кг 800 грамм. У меня 4 формы, одна диаметром 14 см и 3 12 см. Тесто в духовке очень хорошо поднимается, поэтому форму я смазала сливочным маслом и добавила высоту с помощью пергаментной бумаги. Высота с пергаментной бумагой 20 см. Руки смазываем растительным маслом, отщипываем часть теста, округляем и выкладываем в форму. Также тесто можно выложить на силиконовый коврик или на рабочий стол, смазанный растительным маслом. Разделить на 4 части, каждая часть весом 450 грамм. Если сверху торчат ягоды, отщипываем их и перекладываем вниз, чтобы ягоды не пригорели и шапочка была красивой. Тесто выкладываем в форму, чтобы оно заняло чуть меньше половины формы или 1/3 часть формы. Если форма металлическая, застелите дно пергаментом. Формы поставьте на противень и тесто в формах аккуратно разровняйте руками. Формы накрываем пленкой или кухонным полотенцем, ставим на расстойку при комнатной температуре на 20 минут. Тесто должно подняться до своей формы, так как оно при выпечке еще больше подымется. Желательно, чтобы формы стояли не близко друг к другу, а было небольшое расстояние, примерно хотя бы 2 см. Для того, чтобы бока пасок были равномерного и красивого цвета. Формы ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут на вторую полку снизу, чтобы верх не пригорел. Если верх пригорает, накройте фольгой. Готовность пасочек определяем деревянной шпажкой. Прокалываем серединку, если палочка выходит сухой и чистой, значит пасочка готова. Если остаются кусочки теста, значит нужно еще выпекать. Готовые паски выкладываем на бачок в формах на мягкую поверхность и даем полностью остыть. У меня это свернутое детское одеяльце, накрытое кухонным полотенцем. Время от времени паски поворачивайте на другой бачок. Паски у меня почти остыли, я их вынимаю из форм. Пасочки слегка влажные, они в сливочном масле, так как формы были им смазаны. Когда они полностью остынут, сдоба впитает полностью масло и они будут полностью сухие. А теперь займемся приготовлением глазури. В пиалу высыпаем 2 чайные ложки желатина. Сила желатина у меня 220 блум. Чем выше сила желатина, тем лучше схватится ваша глазурь. Силу желатина можно прочитать на упаковке. К 2 чайным ложкам желатина добавляем 4 столовые ложки холодной воды.
Тщательно перемешиваем и даем постоять от 5 до 20 минут, в зависимости от желатина. Читайте на упаковке производителя. В сотейник или небольшую кастрюльку всыпаем 200 грамм сахарной пудры, добавляем 4 столовые ложки холодной воды, тщательно перемешиваем до однородной консистенции. На большой огонь ставим сироп из сахарной пудры, венчиком постоянно помешивая, доводим массу до закипания. Сироп начинает закипать, пузырьки должны пойти по всей площади, только тогда мы выключаем огонь. На этом этапе убираем с огня. Сиропу даем постоять секунд 15, для того, чтобы он чуть-чуть успокоился. Затем в сироп добавляем набухший желатин. И сразу начинаем взбивать миксером на максимальной скорости. Миксером взбиваем не меньше 5 минут. С каждым разом масса будет светлеть и густеть. Если глазурь не довзбить, она будет липкой и плохо застывать. Продолжайте взбивать глазурь до ярко-белого цвета и густого состояния. На этом этапе перестаем взбивать миксером, глазурь готова. Вот такой консистенции получается глазурь на желатине. Она густая, белоснежного цвета и очень быстро застывает. Готовую глазурь прямо в кастрюльке можно поставить в емкость с теплой водой, чтобы она излишне не загустела, пока вы будете покрывать ею паски. Такую глазурь нужно наносить на уже остывшие паски. Дорогие зрители, если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я вам с удовольствием отвечу. Остывшие паски смажьте глазурью и украсьте сладким декором. Моя глазурь уже через 2 часа полностью застыла и не прилипала к пальцам. Пасочки по этому рецепту получаются просто шикарные. Очень вкусные, мягусенькие, нежные, воздушные и никакого привкуса дрожжей. Если вам понравился рецепт, буду благодарна за лайк. Всем здоровья и добра! До новых встреч на канале NataCook.